Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная посылка из Китая. Вскрываем и смотрим, что у нас внутри. Пришла сборная модель реактора Тони Старка, который использовался в фильме «Железный человек» для питания костюма Марк 1, как и указано на коробке. Коробка выглядит красиво и добротно, но суровые условия доставки нашей почты сильно повлияли на внешний вид. К сожалению, на подарок не пойдет. Ну да и ладно. Для меня главное, чтобы содержимое было целое, так как буду дарить готовое изделие. А теперь пора уже переходить к содержимому. Сразу сверху расположена инструкция на английском языке. Здесь присутствует поэтапная сборка, также много картинок. Думаю, не должно возникнуть проблем со сборкой. Далее маркер цвета металлик. И 5 пакетиков с расфасованными комплектующими. Внешние пакетики не отличаются между собой. Нет маркировки определенности вскрытия. Поэтому по ходу буду разбираться. Для начала хорошенько изучаем инструкцию, раскладываем все перед собой и приступаем к сборке. Первым делом решил вскрыть пакетик с пластинами. Попунктно сборку реактора расписывать не буду, так как это займет много времени и думаю, это бессмысленно. Поэтому запускаю ускоренное видео, и если вам нужно, то при необходимости замедлите. Только буду останавливаться на важных моментах. И сразу же в начале сборки я совершил ошибку. Хотя, как сказать, в принципе вины моей нет, так как этого не оказалось в инструкции. Необходимо было снять защитную пленку с двух сторон с этих дисков. К сожалению, я об этом узнал только когда собрал реактор. И он слабо подсвечивался. Пришлось разбирать и переделывать. Радует, что в модели присутствует светодиодная подсветка, которая, кстати, имеет радиатор охлаждения. Внутри установлены металлические кольца, которые имеют слабую фиксацию и при небольшой тряске могут выпасть, поэтому немного я их подклеил суперклеем. После сборки первого пакетика получилась вот такая сердцевина. Далее собирается каркас из деревянных палочек. В которой потом устанавливается сердцевина. Затем собирается контур. Он состоит из пластикового каркаса, на который устанавливается много медных катушек с фиксаторами по бокам. У каждой катушки есть два торчащих усика. При сборке необходимо, чтобы эти усики все находились на одной стороне, как и ушки фиксаторов. Когда контур собран, необходимо усики просунуть в эти ушки, создав тем самым вид целостной конструкции. Кстати, на него я потратил больше всего времени. Работа несложная, но мелкая и поэтому долгая. В итоге должно получиться так. Продолжаю сборку. Устанавливаю контур, фиксирую его и прикручиваю болтиками. И по центру клею мембрану с золотым кольцом. Осталась последняя запчасть. Это имитация разъема подключения реактора. Концы проводов заводятся вовнутрь без крепления и прихватываются стяжкой к проводу питания. Благодаря этому разъему создается больший эффект реалистичности. Сборка окончена, и осталось определиться, для чего маркер и что им подкрашивать. К сожалению, опять в инструкции этой информации не было, поэтому пришлось разбираться самому.
Сравнив готовую картинку сборной модели с моим реактором, сразу стало понятно, что необходимо обозначить места так называемой псевдопайки. Опять же для большей реалистичности. Цвет маркера порадовал, на небольшом расстоянии не отличается от настоящего припоя. Также очень приятно, что в комплекте идет достаточно длинный кабель питания, который подключается к любому USB разъему, а также оснащен кнопкой включения, поэтому реактор можно использовать как ночник. Вот, теперь все. Реактор готов к использованию. Смотрится очень красиво, много мелких деталей, хорошие цвета, достаточно большой размер и красивая подсветка. Все это придает стопроцентную схожесть с оригиналом. Большим плюсом модели является то, что ребенок может собирать ее сам, без присмотра взрослых, так как при сборке нет опасных моментов, за исключением дополнительной клейки. Несомненно, такой подарок понравится любому мальчику и даже взрослому мужчине. Кстати, есть возможность купить реактор в выставочной коробке. Конечно же, цена выше, но зато смотрится поинтереснее. Свой реактор я брал без коробки, так как была очень хорошая акция. Но все же хотелось поместить сердце Тони Старка за прозрачные стены. Для этого мне понадобилась коробка с поддухов, которую я забрал у жены. Также заранее с AliExpress заказал 2 наклейки в стиле Железного Человека, для того чтобы спрятать надписи на коробке, так как они гравированы и не удаляются. С обратной стороны одной из стенок надфилем сделал отверстие для провода питания и наклеил с 2 сторон наклейки. Получилось совсем неплохо. Теперь можно ставить на тумбочку для декора и использовать как ночник, благо есть кнопка включения. Проделанной работой я доволен, а результат вообще радует глаз. На сборку модели у меня ушло 2 часа, плюс час потратил на коробку. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на товар под видео. Не забываем подписываться на канал. Обязательно ставим лайки. Всем пока.